Друзья, всем привет! С вами Айман Ескараева. Очередной прямой эфир сегодня. И заставлен меня здесь где-то в Фуджейре, между Фуджейрой и Шарджей. Корфаган местечко. Если вам будет интересно, я потом чуть позже покажу это место. Очень красивое. Здесь и горная местность, и в то же время первая береговая линия, Аравийский залив, море. Итак, друзья, сегодняшняя тема будет о мошенниках, о схемах мошенничества, которые, к сожалению, имеют место быть в Эмиратах. И здесь такой важный момент, сразу хочется отметить, что это не обязательно в Эмиратах, это просто моя практика, и хотелось бы всех предупредить, как они действуют, как вообще вы попадетесь, если вы попадетесь, и на что обратить внимание. Я думаю, что если даже все не успею охватить, то хотя бы какие-то вам дам основные схемы, как они действуют, и это вам поможет самим сориентироваться в будущем. И сразу такой, знаете, момент, что не зарекайтесь, потому что на самом деле, да, вот мои многие клиенты говорят, это же Эмираты, это такая страна, где безопасность, в первую очередь, это на самом деле так и есть. И это, наверное, такая злая шутка с страной, где самый высокий уровень безопасности, где привлечение инвестиций, и страна делает огромные вложения для развития своего бренда, и в то же время этим пользуются недобросовестные мошенники, люди, обманщики, жулики, аферисты, как их называют, которые понимают, что это априори делает эту страну в глазах тех, кто вкладывает свои деньги, безопасно, и, соответственно, легче будет внушать им. И тем более не забывайте, друзья, что это могут быть не обязательно кто-то местный, это само собой, это не местный, это те, кто привлекаемый именно вот этим большим пиаром, пытаются также на этой волне забрать деньги у тех, кто сюда приходит и пытается также приумножать свои инвестиции. Итак, я сейчас расскажу об основных схемах мошенничества, с которыми я здесь имею дело. Ну и надо сразу понимать, друзья, что я юрист. Я работаю как именно в юридической фирме, и я каждый день сталкиваюсь, можно сказать, иногда чувствуешь себя как справочная служба, потому что телефон, обязательно несколько звонков в день я получаю по разным ситуациям, кейсам. Люди сомневаются, люди попадают. И практически каждую неделю мошенничество, это потому что, ну, представьте себе приемный покой, и принимаешь ты как бы разные болезни, да, вот примерно то же самое юрист на передовых позициях в юридической фирме. Мы получаем огромное количество заявок от не обязательно от разных национальностей, а относительно совершенных каких-то правонарушений. В том числе, конечно, самой собой люди теряют деньги. Поэтому это не факт, что все обязательно потеряют. Но моя практика, я этим с вами делюсь, потому что, ну, я думаю, что знать не помешает. Это не обязательно в этой стране, это попадается в любой стране, в принципе. Первое и самое основное, которое, я думаю, будет полезно знать и вам, и любому человеку, что как привлекать. Обычно говорят инвестиции. У меня был клиент, который очень прямо проникся идеей, что он должен здесь открыть совместную компанию с некой компанией, которая предлагает ему несколько там миллионов долларов инвестиций. Однако подвох был в том, что этот человек должен был приехать и заплатить здесь определенную сумму денег для открытия совместного бизнеса. Я не буду вдаваться в подробности, но после того, даже сравнительно такого поверхностного анализа, было понятно, что эта компания мошенническая, потому что там, ну, не сходилось, многие вещи не сходились. Например, даже элементарно, что для открытия компании лицензию нужно будет делать, документы корпоративные нужно будет легализовывать не в России, а здесь, в Эмиратах. То есть такие нестыковки в какие-то неправдоподобные вещи, причем у них были русскоязычные даже представители с России. То есть все эти вещи на выходе, там чуть ли не шейхом представились. Оказалось, что это на самом деле мошенническая компания, и очень трудно доказать такие вещи, потому что они даже не здесь создавались, они создавались в другой арабской стране, не буду называть сейчас конкретно. Но смысл в том, что, ну как вам сказать, не бывает же, как говорится, бесплатный сыр только в мышеловке. Там была большая сумма денег, которую ему обещали за инвестицию, и при этом он должен был заплатить несколько также десятков тысяч долларов за регистрацию компании. Все выглядело правдоподобно, если бы, ну, не тот факт, что при проверке оказалось, что на самом деле эта компания
занимается этим на постоянной основе. Вот, друзья, поэтому очень частая такая вот проблема, это когда вас привлекают сюда как типа инвестиции, мы вам дадим огромные деньги, приезжайте, и там могут быть и наряды эти, знаете, белые. Ну, то есть здесь это, в принципе, не трудно, и это не факт, что на самом деле эти инвестиции, они будут, в конечном итоге дойдут до вас. Здесь очень важно проверить все документы. В общем, в конечном итоге клиент, конечно, не вложил никакие деньги, не стал приезжать даже. Вот. И это вот одна из первых схем мошенничества, которой хотелось бы сказать, поделиться. Так, следующее, давайте расскажу вам, с какой сталкиваюсь часто, с какими сталкиваемся мы нарушениями в плане... Сейчас. Это почтовая рассылка, устроиться на работу. Друзья, очень часто, и вот недавно тоже опять получила, и в основном в этом попадались раньше национальности, больше Индия, Пакистан. Им предлагают там, вот мы вас устроим, пожалуйста, оплатите какой-то взнос. И вот недавно также обращение было от потенциального человека, который, ну, соответственно, тоже думал устроиться в Эмираты на работу. И там было такой имейл, пришел ему, ты должен там workpermit.com. Ну, то есть полная такая, знаете, у них любимая такая тоже есть такая любимая манера, они и регистрируют имейл. Они могут там назвать каким-нибудь госорганом или каким-нибудь таким названием, вызывающим, чтобы доверить. Якобы они дают разрешение на работу. Вот. А то, что он .com, это никого не смутило. Как бы. Ну, возможно, это смутило, потому что человек обратился. Я к тому, что такие схемы очень часто, когда говорят, мы вас трудоустроим, но вы должны оплатить определенную сумму денег, это тоже является очень большим тревожным фактом, потому что, ну, нету такого. Здесь, если работодатель, нормальный работодатель вас принимает на работу, однозначно он платит сам. Визу он платит, трудоустройство, все эти платежи, взносы, вплоть до медстраховки он платит сам. Если вы не успели приехать, а уже с вас требуют денег, то, во-первых, зачем вам такая компания, даже если она не мошенническая? А во-вторых, это однозначно мошенническое. Я думаю, что большинство нормальных компаний, куда следует вкладываться и приезжать и доверять, это только нормальные компании, которые зарегистрированы, которые оплачивают. То есть нет такого, чтобы кто-то за вами ходил, пытался вас трудоустроить и после этого еще и требовал с вас оплату. Так, это вот, пожалуйста, имейте в виду, что нету такого... Это одна из распространенных. Так, сейчас я записала для вас, скажу. Вот, интересная была схема. Значит, у меня это отмывание денег. Сейчас есть закон, который вот по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем. Это есть в каждой стране нормальной и цивилизованной, которая борется с незаконным оборотом денег и пытается, как бы, вводит санкции, ограничения, какие-либо красные флажки для того, чтобы фиксировать какие-то нарушения. И вот, значит, некий человек обратился ко мне, клиент, который также получил сообщение, что ему шла посылка от одного знакомого, ее задержали на таможне, и якобы теперь ты должна оплатить штраф, иначе у тебя будет штраф за то, что там были деньги, перевозили. То есть такая очень сложная схема, в конечном итоге требующая с нее оплатить штраф. И оплатить штраф физическому лицу. И почему-то этот человек оплатил штраф физическому лицу, и я хочу сказать, что никогда государственные органы, ну понятно, что ни в одной стране мира он на физическое лицо штраф не будет. Куда-то к вам звонить, писать на e-mail, просить принести штраф, отплатить его на какой-то банковский счет. Поэтому в этом плане будьте, пожалуйста, аккуратны. Вообще государственные органы за вами не будут ходить, если это только не орган уголовного преследования, и то они ходят только по особо тяжким преступлениям. В основном они ставят travel-ban, вы даже об этом не знаете, вы узнаете об этом на границе, если какие-то нарушения есть. И коллекторы ходят за вами, банковские, а так, чтобы какой-то орган за вами ходил лично. Вы представьте, сколько экспатов уезжает, выезжает. Это не будет так, что кто-то вам звонит персонально, пишет отдельно, приезжает, там, платите штраф. Ну, это очень интересно, что на самом деле это можно легко проверить. Поэтому, пожалуйста, на этот момент тоже не ведитесь, проще говоря. И сейчас еще один такой момент, который хотелось бы вам рассказать. Третья, значит, схема. Это почтовая задержка.
и таким образом, типа вот отмывание денег, полученных незаконным путем, они там ссылаются на эту норму. Ну, вы, наверное, знаете об этой очень часто распространенной схеме, когда говорят, есть некое наследство, которое я хотел бы вам отдать, пожалуйста, там и так далее. Ну, это, я думаю, это, в принципе, уже избитая схема, и все вы знаете, что никаких таких вот вдруг внезапно свалившихся огромных денег, которые вас ждут, пожалуйста, потому что вы особенный, я хотел бы их только вам вручить, и, соответственно, начинаются эти варианты. Не вступайте в переписку, заблокируйте и не общайтесь, пожалуйста, с такими людьми, потому что в дальнейшем это просто ваше выкачивание времени, нервов, возможно, дальше данные попросит и так далее. Это одно и то же, тоже понятно, что если вы там на поверхности, если в принципе более-менее грамотные люди, они понимают, что это абсолютно чепуха. Так, ну, есть, конечно, еще такая распространенная, когда вам звонят типа с банка, типа проверка, ваша карта заблокирована. Но я думаю, что это распространено сейчас, к сожалению, везде. Их телефонные мошенники, они пытаются забрать ваши данные, либо скажите OTP, мы должны там что-то где-то, возможно, ваши карточные данные вы куда-то вводили или так, они оставили, ну, могут оплатить от вашего имени через вашу карточку, поэтому будьте аккуратны и с этим тоже, с этими звонками. Но еще, конечно, есть такие люди, которые почему-то не гнушаются и просят деньги на лечение родных, на смерть близких. Ну, не будем нисколько умиляя вот настоящую ситуацию, но, как правило, ну, почему-то здесь я это заметила, что это как-то вот, и это встречается очень часто. И мужчины говорят женщинам такие вещи, типа начинают вот эти альфонсы, или как их называют, которые просят денег у женщины, после какого-то времени встречаются, и вот у меня умерла там мама, у меня близкий родственник, у них заготовленные фотографии. Я с этим тоже сталкивалась. Поэтому, пожалуйста, будьте к этому немножко скептически относитесь, что не может быть, перепроверяйте факты, задавайте наводящие вопросы. Но здесь, опять же, не угадаешь никогда, если это вам интуиция подсказывает, тогда вам нужно понимать, что интуиция — это, скорее всего, не просто какое-то там, какое-то непонятное явление, это на самом деле это ваш жизненный опыт, который подсознательно вам диктует. Где-то вы, может быть, на бессознательном уровне считываете его сигналы о том, что это на самом деле неправда. Поэтому, пожалуйста, доверяйте интуиции. Если у вас хоть малейшее сомнение по любым вопросам, идите, не пожалейте. Покажите кому-то более со стороны, не знаю, покажите юристу, конечно, в первую очередь. Если вы хорошему юристу заплатите, и у вас крупная сделка, какие-то крупные вопросы, вы на самом деле себе очень много сэкономите на этом этапе. Теперь, когда у вас... еще одна такая схема мошенничества, друзья, она, к сожалению, вот имеет место быть здесь, когда нам нужно какие-то переводы сделать, и почему-то это делают даже соотечественники, к сожалению, когда вот, знаете, допустим, вам нужно перевести деньги, вы хотите это сделать подешевле и просите кого-нибудь, кто занимается переводом денег и так далее, то есть вот, и представьте, вам говорят, вот, пожалуйста, переведи деньги на мою карту, а я переведу на твою, в твоей валюте, то есть в вашей стране. Значит, вы переводите, потому что вы видите, пришел чек, квитанция, на ваш счет поступили деньги. Вы как адекватный человек, если вы исполняете условия устного договора и переводите ту сумму, которую вам перевели, допустим, в дирхамах, переводите в тенге на карточку Каспийского банка, допустим, как в нашей стране. В результате к вам через день-два, там, я не знаю, какое-то время обращается человек и говорит, где мои деньги? Я перевел вам деньги. Вы говорите, я же перевела вам на Каспийский. Оказывается в результате, что на самом деле перевода как такового не было. Некий третий человек дал ваши данные, а сам забрал у того, кому вы перевели. Как бы вы думаете, что вы... Вот, друзья, так что, пожалуйста, будьте аккуратны. Вот такие вот есть, к сожалению, недобросовестные люди. В последнее время вообще появилось очень много таких схем. Люди, видимо, на последнем таком вот, каком-то таком, или уезжают они так делают, или совсем загнаны в угол и уже ничем не гнушаются. Как-то вот перестали дорожить своим добрым именем, или что это появилось, ну или поколение какое-то такое сейчас время. Вот этот кризис так сказался на людях, но вот такие вот вещи, к сожалению, происходят даже среди людей, которых мы знаем лично. То есть бывает, обращаются, говорят, мы обманывали, мы обманываем, к сожалению, вот попали, вот, и мы консультировали, да, юристы как бы консультируют
принципе, всех, кто к нам обращается. Может, кто-то оступился, его тоже так же консультируешь. Так, друзья, еще вот касательно соотечественников, когда вы должны быть более осторожными, да дело даже не в этом, с какой он страны, но бывает, когда делают якобы визу, да, когда вам делают визу, забирают у вас деньги, там всегда же работают по предоплате, а в результате оказывается, что предоплаты никакой-то вам не вернут, а визу вам не сделают. И здесь самое обидное и печальное, что ваша виза-то просрочилась, вы уже попадаете на штрафы, никто вам не делает, вас кормят завтраками, в результате все это затягивается. Может быть, причина действительно объективная, от человека не зависит. Бывает, что здесь органы затягивают. Вообще очень часто здесь процессы затягиваются. А возможно, вы вообще никогда не получите ни визу, ни деньги. Поэтому делайте, наверное, это аккуратно, проверенных. Я сейчас про туристические трехмесячные визы, про те, которые вы покупаете, вы якобы работаете, вы их даже не делайте, пожалуйста, потому что мне уже сколько раз звонили люди, говорят, вот мы попали. Вы об этом не знаете, потому что вы не слышите это, вы не работаете с этим. Я с этим работаю, я очень часто слышу сейчас от своих коллег, в том числе, что к ним очень часто обращаются. Сейчас какая-то такая вот, видимо, рейд на этих компаний, которые делают такие визы, и на людей, которые на таких визах сидят, купленных типа рабочих. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны. На самом деле это не есть хорошо. Теперь, друзья, это вот основные схемы. Пожалуйста, если вы сейчас не успели, не послушали, послушайте то, что я вот до этого сказала. Может быть, свои примеры скажите, когда вы сталкивались вообще. Сделайте, оставьте комментарии, давайте послушаем, может быть, вы сталкивались с какими-то другими видами. Далее, хотелось бы, конечно, сказать, что, ну, конечно, по доверенности были, сейчас, надеюсь, этого уже нет, потому что я не буду на этом подробно останавливаться. Если будут вопросы по доверенности, какие-то сделки, тоже аккуратнее с этим. Так, ну, есть люди, которые, знаете, есть такой классический вариант, который почему-то здесь еще люди верят, и у меня был такой кейс очень показательный, интересный, друзья, который хотелось бы вам рассказать. Вот, значит, приходит ко мне некий молодой, очень молодой, грамотный человек и говорит, приехал, папа передал деньги, мы хотим погасить отдать другу отца, который сказал, что он решит вопрос с квартирой. То есть они в свое время не успели застройщику перечислить всю сумму, соответственно, застройщик по закону на себя всю квартиру это уже давным-давно забрал, переписал. Однако некий друг папы говорит, что я, возможно, смогу вам там перевести эту квартиру на ваше имя, потому что я там типа кого-то знаю в земельном департаменте, в органах. Друзья, будьте аккуратны. Здесь такого нету, что разведу, сделаю, и у меня там все схвачено. Это просто смешно. Все, кто здесь живет, они знают, что невозможно, нету такого. Ни здесь, ни где-либо в какой-либо стране такого, чтобы вот тем более здесь, что вы придете, кому-то деньги отдаете, и ваш вопрос решается в обход всех законов. Такого нет. Все делается по закону. Это очень важный момент, на который нужно обратить внимание, поэтому здесь эти законы четко работают. Нет такого, что кто-то вам что-то в обход прямым путем куда-то зайдет и какой-то вопрос решит. Вот, друзья, поэтому будьте аккуратны, осторожны, давайте своими примерами делитесь, только, пожалуйста, без указания чьих-либо имен я буду блокировать, потому что вы знаете, это киберпреступление, никто не может быть признан виновным, пока его вина не будет признана законом. Это называется закон презумпции невиновности. Все мы с вами априори ни в чем не виноваты, пока наша не будет доказана вина в суде. Поэтому, друзья, получается, по туристической визе лучше не ехать. Нет, вы меня не поняли. Езжайте по туристической визе. Но если вы здесь, находясь, кто-то делает, друзья, вы делайте у проверенных. Делайте у проверенных, кто вам рекомендует, кто действительно делает постоянно, а не так, что кто-то вдруг взялся делать и не доделал. Такие случаи бывают, к сожалению. Это не прям повально, но был один период, были такие люди, которые почему-то не выполняли свои обязательства по изготовлению туристических виз. Друзья, задавайте свои вопросы. Я скоро отключаюсь. Думаю, что, в принципе, да, на одном дыхании 21 минут такую тему обширную рассказать
ну, есть огромная практика по вопросам по мошенничеству в том числе. Если у вас есть какие-то сомнения, пожалуйста, по любым документам в пределах там вопроса «да», «нет», я вам с удовольствием подскажу. Если вопрос требует изучения, анализа документации, то, соответственно, это уже отдельная платная консультация, которая требует изучения моего времени. Поэтому будьте, пожалуйста, предельно внимательны. Сейчас, ну, деньги легко не достаются, я думаю, поэтому, друзья, добро пожаловать, инвестируйте. Это классная страна, если вы сами чуть аккуратнее, осторожнее относитесь. И, пожалуйста, если вы вдруг стали жертвой мошенничества, подумайте, в чем ваша вина. Как правило, если проанализировать, то были какие-то сигналы, у вас была возможность одуматься, не нужно, сломя голову, платить деньги, торопиться. Хоть малейшее сомнение, пожалуйста, дайте себе время, пусть документ отлежится, перечитайте его, любые тревожащие вас факторы перепроверьте обязательно, потому что потом уже будет труднее. Вы не думайте, пожалуйста, очень часто думают, что если у меня есть договор это хорошо, даже если он у вас трижды заверенный, пусть у нотариуса, пусть, ну, охота вам сейчас идти и судиться в чужой стране, ходить, платить деньги тому же государственным органам пошлину, тем же юристам, адвокатам, вам это не нужно. Вы лучше на стадии до того, как какую-либо сделку залезете, какой-либо документ подпишете, кому-либо отдадите деньги, пожалуйста, не ленитесь, перепроверьте, либо своими силами, либо силами юристов. Это уже вам решать, пожалуйста, друзья. Оставляйте свои комментарии. С вами была Айман Вискараева, юрист в Дубае. Всем пока.